Раз в 2 недели я начинаю один из дней походом в барбершоп. Поэтому сегодня я красавчик. Впрочем, как и обычно. Хотя, знаете, сегодня я сказал своему барберу, что скоро стричь будет уже нечего. Ну, вот так это все происходит у мужчин. Волосы убегают. И волосы убегают, как, собственно говоря, и много чего еще убегает. Ну, я по этому поводу не комплексую. У нас есть много примеров замечательных, колоритных личностей с минимальным количеством волос. Ленин, Хрущев. Ладно, шучу. Давайте. Зинедин Зидан. Джейсон Стэтэм. Гоша Куценко, не знаю, Брюс Уиллис. Ну давайте, накидывайте мне еще, у кого там с волосами не очень, а со всем остальным прям очень. Вот, тем более есть хорошая параллель. Если волос мало, значит много тестостерона. И наоборот, если... Это женщины вам, кстати. Если на башке у мужика очень много волос, то в постели он будет виловатый. А если немного, то... Вам прям повезло. Итак, сегодня у меня свиданка. Я красив, чист, выбрит, напомажен, надушен. Будем ждать сегодня приятного исхода в какое-то, возможно, плюс-минус ложе. Такое слово откопал. Ждем. Привет. Привет. Александра. Привет. Помнишь эту песню? Помню, конечно. А в каком фильме она была? Для какого фильма она? Москва слезам не верит. Да. Хорошо. А можно я такой, типа, ну я ж в Питере живем, да? Типа, это же такой очень такой момент. А кто написал эту песню? Ну, не я точно. Это ответ истинного петербуржца. По-моему, Булат Акуджава, и он же исполняет эту песню. Хотя... Да. Ну, пусть будет так, хорошо. Пусть будет так. Но тебе не принципиально? Мне нет. На его концерт уже не сможем сходить. К сожалению, да. Но ничего, мы можем еще раз пересмотреть это кино, если что. Это вызов, я могу сказать. 2 часа советского кино не каждый высидит. Но зато мы в обнимочку сядем. В обнимочку сядем. Кстати, ты знаешь, у меня есть... одна просьба-предложение. Смотри, вот эти все ресторанные посиделки, честно, уже вот тут вот. Ну, правда. Ну, так получается, что мне по работе приходится много встречаться в ресторанах и на всякие там другие мероприятия ходить. Ну, реально, уже все отсидел, уже с жопу себе, ну, прости, конечно, за выражение, задницу себе отсидел уже на этих ресторанах. У меня друг уехал в командировку позавчера. Вот, у него осталась маленькая чихуя-хуя собачка такая вот на квартире. Здесь, в центре, недалеко. Ее надо покормить. Ну, он не может ей вывалить просто пакет еды, чтобы она там, да, это дозировала. Надо покормить. А мы знаешь, как сделать? Смотри, да, вот сейчас, вон, видишь, там супермаркет. Мы сейчас зайдем туда, возьмем там еды, я тебе сам приготовлю вкусную еду. Реально, бутылочку вина и собачку покормим заодно. То есть мы сейчас с тобой встретились для того, чтобы потом пойти собачку покормить? А ты думаешь, я плохо готовлю? Ну, а что, мы дадим умереть собаке? Ты представляешь, что он приходит, а там вот так вот, смотри. Как у этих чихуахуа, так язык на бекрень. Подожди, за время, пока мы с тобой будем в ресторане, она не умрет. Правильно? Ну, я вот вопрос. Нет, ну, я думаю, умрет. что нет, наверное, но... А что тебе, не хочешь, чтобы я приготовил? Нет, не хочу. Подожди, на первом свидании? А что такого? Нет, не хочу. А вдруг ты меня хочешь отравить? Чем? Я что, с тобой есть буду? Нет. Я не буду готовить что-то экзотическое, я приготовлю что-то вполне себе съедобное. Нет, давай сделаем так. Как? Мы сначала идем в ресторан, как мы с тобой договаривались. Так. Потом... Может быть, мы с тобой заедем и покормим твою чихуахуа. Это не моя, это друга. Хорошо, пусть будет друга, но пока что она твоя. Смотри, ну мне тогда нужно... Не вопрос, мы можем пойти в ресторан, но мне тогда нужно, например, от тебя честное... Ну, раз мы про советский фильм начали, пионерское, что мы идем потом кормить собаку. Понимаешь? Мы не идем потом кормить собаку. А что ты переобуваешься? Ты же сказал, может быть. Ты же передумала? Нет, подожди, хорошо. А что я получу потом взамен? Эмоции, настроение. Эмоции? Подожди. Может быть какой-то приятный, знаешь, такая приятная дрожь по телу, которая выливается. Подожди, после свидания всегда мужчины мне что-то дарили, покупали. Всегда. Понимаешь, то ли квартира, то ли машина, то ли... После одного свидания? Конечно, со мной, конечно. Ты что? Смотри, где я. После одного свидания машину и квартиру? Да.
А потом уже дальнейшее мы могли общаться. А ты мне собачку предлагаешь кормить, смеешься? Нет, ну подожди, сначала же ресторан будет. Вот в ресторан мы с тобой и идем. Так нет, подожди, ну хорошо. Ты хочешь сказать, что у тебя все мужчины сразу вот свидание, и перед тем, как кормить собаку, они тебе засылали Мне никто не предлагал кормить собаку. Никто не предлагал, ты первый. Хорошо, назовем вещи своими именами. Давай. Значит, перед волшебством мужчина тебе дарит. А вообще с ними были потом? Волшебство-то было? Или они дали квартиру и типа иди нафиг? Конечно же нет. Да было. Было, да. Ну, то есть давай вещи своими именами. Давай. Получается, что перед тем, как так скажем, у нас бы это было, я должен тебе подарить что-то соразмерное к квартире или машине? Ну, подожди, ты можешь мне что-нибудь другое Ресторан. подарить? Ну, подожди, ресторан, это мы с тобой знакомиться будем. А я что, не заплачу в ресторане? Ну, конечно, заплатишь. А кто же будет платить? Ну я, вот, это мой взнос. Нет. Нет. Вступительный. Какой? Нет, ты чего? Почему? Нет, смотри, ты состоятельный мужчина, я прекрасная девушка. Так, ты хочешь со мной общаться? Слушай, ну года идут, и сейчас я состоятельный, а послезавтра уже буду несостоятельный. Ну, и уже собаку я уже забуду, зачем тогда мы куда пойдем, понимаешь? Зато я буду состоятельной. А ты справишься? Конечно. Это как-то интересно, если я обессилю. Ничего себе. Ну слушай, нет, подожди. То есть у нас вариантов нет, кроме как ресторана? Да. Или что? Конечно. То есть вообще никаких вариантов? Нет. Это только прям начало, ничего не обещающее? Ничего не обещающее. Офигеть. Ну, то есть, жалко, я пришел сразу без документов на квартиру или на машину. А эта тачка нравится тебе? Нет, надо побольше. Побольше надо? Так, ну, хорошо, чтобы не тянуть кота за одно место, давай тогда мы поедем, я тебя покормлю. Да. Договорились? Давай, я принял решение. Мы с тобой договорились? Да, я принял решение, сейчас мы поедем, я тебя накормлю. И, честно, я думаю, что надо мне прям, знаешь, вот тебя так, чтобы ты не забыла этот ресторан, чтобы у тебя было, быстрее принятие решения по поводу кормления чихуи-хуи. Да, прям вот чувствую, что это... Мы, кстати, далеко не сильно не поедем. Сейчас остановимся здесь. Ладно, я выбегу на секундочку и приду. Ладно, подождешь меня? Буквально пару минут. Хорошо? Давай, хорошо. Чего уж ты ждала, да? Сейчас. Давай. Быстренько. Ключи не оставил, сейчас ключи оставлю тебе. Извини, что заставил ждать тебя. Смотри, что он для тебя есть. Держи. Смотри, как пахнет просто. Вот, держи, это тебе. Это что? Это для курицы, чебурек с курицей. Ты же хотела поесть, держи, это тебе еда. Ты что, офигел, что ли? А что такого? Нормальная еда, кушай. Ты нормальный? Вкусно пахнет, ты понюхай его. Да ты сам это нюхай. А я тебе сказал, для курицы чебурек с курицей. Вот тебе. Курица. Ты чё? Да, вот так вот. А такой чебурек вкусный с курицей для курицы не оценила подружайка. А я тоже не оценил. Ни хера себе за квартиру. Да я бы сам за квартиру Дулиным бы стал. Но, друзья, придется чебурек есть самому. Хоть и по лицу мне дали, но, как говорится, а я не комплексую и не брезгую. Да, бабки есть, ресторан могу себе позволить, но чебурек есть чебурек. Вкусненький, ой, жирненький, прям как возможный с этой барышней.
С зеленью. Вот так вот, друзья мои. Должна была быть любовь, а получился чебурек. Да и похеру. Главное, бабки сохранил. И бабки сохранил. 85 рублей. Санкт-Петербург. Кому нужен за квартиру, пишите, я дам координаты. Кстати, после того, как она мне по роже им дала, он стал, мне кажется, вкуснее. Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи!